С подачи депутата Хинштейна, который пообещал замедлить YouTube за антироссийскую политику, вновь началась дискуссия о тотальной блокировке крупнейшего видеохостинга в России. Депутат быстро сдал назад и уже на следующий день обвинил в замедлении сам Google. Тот, дескать, не обновляет свое оборудование на узлах российских операторов связи, чем и вызвано потенциальное замедление, с которым, впрочем, пока, по его словам, удается справиться. Тем не менее, дискуссия по этому поводу не утихает. И на то есть причины. В России заблокировано все, от Инстаграма и Твиттера до региональных активистских сайтов на 300 человек. Но главная площадка независимой информации продолжает работать, как ни в чем не бывало. На ней живут и процветают СМИ, сравнимые по охвату с федеральными телеканалами. Давайте попробуем разобраться, почему все вокруг мертвы, а YouTube, который хоронят каждый день, живее всех живых. Первоначальный план, понятно, в чем заключался. В том, чтобы за очень большие деньги из безразмерного государственного кармана раздуть российский аналог Ютуба. И как только этот аналог оттянет на себя значительную долю аудитории, когда в него перейдут большие и важные селебрити, закрыть неподконтрольную западную площадку. План этот взялись реализовывать еще в 2021 году, когда начались первые разговоры о блокировках, а ВКонтакте шарил по Ютубу, соблазняя всех топовых блогеров мешком денег и блестящими перспективами перехода на ВК-видео. На 4-м году этой активной деятельности суверенный YouTube под брендом ВК нараздавал, конечно, мешков денег и освоил их немало, но находится примерно в таком же состоянии, как производство тысячи собственных самолетов, государственный поисковик «Спутник», суверенная Википедия, импортозамещенный процессор и игровая консоль, гибкий планшет для школьников, йотафон и прочие начинания по созданию потребительских товаров и сервисов за большие государственные деньги. Все эти проекты рождаются мертвыми и под дружеское ржание профессионалов рынка подают некоторые признаки жизни лишь до тех пор, пока бюджетные средства активно прокачиваются по их финансовым сосудам. Никакого ВК-видео в живой природе не существует. Абсолютно весь контент, который там появляется, снимает сам ВК. За исключением разве что стендаперов из «Что было дальше», никакие звезды Ютуба добровольно YouTube на ВКонтакт не променяли. Даже самые отбитые пропагандисты за YouTube держатся до последнего, пока их совсем не забанят. Потому что переход в ВК — это падение в черную дыру, в мир, где на миллион липовых просмотров будет 300 комментариев. В середине 2024 года хедлайнеры ВК-видео — это Артемий Лебедев, Стас Васильев и горстка комиков с ТНТ, которые по кругу ходят из формата в формат, из шоу в шоу, активно изображая жизнь там, где ее нет и не было. Причем ситуация тут никак не меняется, никаких новых лиц не появляется. ВКонтакте получился обыкновенной государственной конторой, контент для которой делают лишь те, кто там работает. Почему же такой провал? При, казалось бы, неплохих исходных данных. Ведь ВК не Рутюб, какая-то естественная жизнь там когда-то была. Дело в несовместимости амбиций с реальностью. Понятное дело, во всех своих проектах импортозамещения и суверенитета российское начальство ориентируется на Китай. И тут видится занятный парадокс. Ведь с одной стороны суверенитет, независимость и опора на собственные силы буквально возводятся в религиозный культ. И тут же чиновники, не моргнув глазом, поклоняются соседнему государству. Причем, как назло, государству, которое ничем на Россию не похоже. Ну вот совсем ноль совпадений. Вообще ничем. Российские бюрократы, как завороженные, смотрят на китайскую экономику, замкнутую на самое себя. На интернет, отделенный от остального мира великим китайским фаерволом. На отдельный рынок технологий, на подцензурную культуру. И с особенным трепетом смотрят, как западные компании послушно маршируют в ногу, бегом исполняя все хотелки местного идеологического надзора. Вот только они забывают об одной малозначительной детали. А мы напомним после небольшой рекламы. Если вы уехали из России, то наверняка столкнулись с проблемой, знакомой всем иммигрантам. Это отсутствие крепких дружеских связей на новом месте. Когда не с кем банально съездить на выходные в горы или просто встретиться и обсудить проблемы. С поиском подходящей компании помогает Нарту, русскоязычное комьюнити путешественников. Нарту знают, совместные путешествия сближают. И к тому же гораздо выгоднее одиночных. Например, на конец сентября Нарту планирует поход под парусом в Норвегии. Если присоединитесь, сможете увидеть легендарные фьорды и пройтись по улицам прибрежных городков. В начале сентября планируется хайк в Альпах.
Об экспедициях вы можете почитать в Инстаграме. Я оставлю ссылку в описании. Но главное в Нарту — это компания, с которой вы в экспедиции поедете. В комьюнити люди из самых разных профессий. Предприниматели, артисты, те, кто сделал успешную карьеру в международных компаниях. В путешествии вам точно будет интересно. Стать частью комьюнити можно, купив подписку. Стоит она 100 евро в год. И за эту цену вы получите доступ к закрытым встречам для участников Нарту. Дважды в год они собираются офлайн на новом месте. Выезжают с палатками, жарят барбекю в парке, устраивают глэмпинг у океана. С датами и местами таких встреч определяются коллективно в закрытом телеграм-чате. Там вы легко найдете себе легкого на подъем попутчика для совместной поездки, сможете попросить помощи или просто пообщаться. Для участников клуба будут действовать специальные цены на экспедиции. Стоимость подписки отобьется с первой же поездки. Найти своих людей на новом месте, параллельно решая массу других задач в новой стране, всегда сложно. Нарту решает эту проблему, и вчерашние незнакомцы быстро становятся друзьями и соратниками. Так что переходите в Инстаграм Нарту по ссылке в описании или этому QR-коду и оформляйте подписку. А по промокоду КАЦ вы получите дополнительные привилегии при записи в первое путешествие. Продолжаем. Российские бюрократы, как завороженные, смотрят на китайский пример и, конечно, хотят его повторить. Вот только они забывают об одной малозаметной детали. Китай в 10 раз, ровно на порядок, больше России по населению. Каждый пятый землянин нашего биологического вида живет в Китае. Все население России сопоставимо с числом жителей одной провинции Гуандун. Побольше, но не намного. Китай может вложить деньги в разработку и производство самолета, которые будут использовать только китайские авиакомпании. Потому что китайский рынок спокойно переварит сотню-другую новых самолетов одного типа в год. У крупнейших китайских авиакомпаний по 600 с лишним бортов. Каждая из них крупнее всей российской гражданской авиации вместе взятой. То же касается автомобилей, смартфонов, компьютеров, любых технологических товаров. Только у китайских компаний есть уникальная возможность вкладывать миллиарды долларов в новые разработки и надеяться их вернуть, а не профукать, работая только на внутренний рынок. Китайский интернет замкнут сам на себя, так оно и есть. Там свои ютубы, фейсбуки и инстаграмы. Свои мессенджеры, поисковики и платежные системы. В Китае между собой конкурируют только местные сервисы. VPay борется за клиентов с Alipay, а не с PayPal. Благодаря великому китайскому фаерволу Китай максимально приблизился к тому самому цифровому суверенитету, о котором грезит путинская клика. Но этот суверенитет распространяется на 1/5 часть всей человеческой популяции. По аудитории и разнообразию контента китайские внутренние сервисы соразмерны международным. Обычно перед очередным проектом по освоению денег российское начальство говорит: а вот у нас будет как в Китае. Вот тут надо помнить две вещи. Во-первых, ни в чем, кроме добычи нефти и продажи ее за валюту, эти граждане не преуспели пока ни разу. А во-вторых, Россия не Китай. Никакого отдельного от мира технологического рынка у нас не может быть по фундаментальным причинам. Россия просто слишком маленькая и по населению, и по экономике. В середине 2024 года великие государственные IT-предприниматели обнаружили себя в той же точке, с которой начинали. У них ни хрена нет. ВКонтакте как не был видеохостингом в момент своего создания и расцвета, так им и не стал. YouTube как был первым каналом российского интернета, так им и остался. В чем же тогда проблема YouTube заблокировать, не дав людям никакой альтернативы? А проблема очень простая. Тот контент, который российские государственные мужи считают для себя вредным, например, тот, который вы сейчас смотрите, не составляет даже 1% от общего ютубовского трафика. YouTube в России – главный инструмент досуга, развлечений, образования и воспитания детей. На один просмотр политически маркированного ролика приходится 1000 просмотров прочего контента. Мультиков про Машу и Медведя, рецептов шашлыка, инструкций по сборке компьютера и починке унитаза, обзоров техники, стримов по Фортнайту, описание ремонта старого Лиаза и лекции по подготовке к ЕГЭ. YouTube в России – существенная часть образа жизни абсолютного большинства граждан. Для многих он заменил не только телевизор, но даже поисковики. Если 15 лет назад люди спрашивали рецепт печенек у Гугла или Яндекса, то теперь сразу у Ютуба. YouTube сегодня первая кнопка интернета. Остальные находятся настолько ниже, настолько меньше имеют значение,
что это бессмысленно даже обсуждать. Блокировка такой кнопки – это глубокое вмешательство в жизнь абсолютного большинства. То есть как раз то, чего режимы типа нашего избегают изо всех сил. Более того, вмешательство это вполне может оказаться бессмысленным с точки зрения достижения поставленных целей. Люди, которые сознательно ходят на YouTube за политическим контентом, продолжат на него ходить, найдут канал обхода, ту или иную лазейку. Как нашли возможность пользоваться заблокированными Твиттером, Инстаграмом, Медузой. Аудитория, которая уже приучена прилагать усилия для доступа к информации, будет их прилагать. Эффект тут получится совсем не драматический. А вот люди аполитичные пострадают больше всего. Те, кто привык нажимать одну кнопку и получать фиксиков, чтобы успокоить ребенка в очереди к врачу, такие люди привычно нажмут кнопку, а фиксики не появятся. Престарелого автократа и его окружение YouTube бесит страшно, но сопутствующий ущерб от его блокировки на порядок порядков превышает потенциальную выгоду. Собственно, для того, чтобы это уравнение как-то поменять, столько бабла в российскую альтернативу и закачивалось. Чтобы в момент, когда плач ребенка уже перешел в ультразвук, палец несчастного родителя автоматом потянулся не к красной замедленной иконке, а к быстро работающей синей. Но хренушки. Есть еще один важный момент. У первой кнопки имеется своя оборотная сторона. Да, YouTube главный источник независимой информации, но также он ключевой канал распространения пропаганды. Не просто так те, кто на этой площадке фантазировал о ядерной войне и геноциде, плачут горькими слезами, когда их отсюда выкидывают. Потому что в остальных местах они никому не будут не нужны. Ни зрителям, ни тем, кто за публичное изуверство платит. Какой смысл распространять пропаганду во ВКонтакте? Откройте главную страницу видео. Там либо Артемий Лебедев в 49-й раз делится своими соображениями о выделительной системе, либо комики с ТНТ шутят о глупых женах и девушках, либо людоеды в прямом эфире упиваются жестью и грезят апокалипсисом. Пропаганда во ВКонтакте ничем не отличается от телевизора и не привлекает никакой новой аудитории. Это проповедь церковному хору. Те, кто потребляют контент во ВКонтакте, они и так с пропагандой целиком согласны. Несмотря на все усилия Ютуба по зачистке пропагандистского контента, российские пропагандисты чувствуют себя там замечательно. И получают доступ к тем, на кого основной канал воздействия, телевизор, просто не может повлиять. Грубо говоря, ко всей аудитории моложе 40 лет. Чем люди старше, тем телевизор для них важнее, тем охотнее они пересказывают последний эфир Киселева своими словами. Чем моложе гражданин, тем сложнее государству пробраться в его мозг традиционными методами. И YouTube здесь главный способ воздействия. Какой смысл в очередном ролике Пучкова-Гоблина во ВКонтакте, где его в лучшем случае посмотрит преданное паство? Лучше нарезать видео на шортсы и заполнять ими YouTube, чтобы одним свайпом с видео про рецепт летних коктейлей зритель получил порцию концентрированного идиотизма. Да, российские площадки полностью подконтрольны, а YouTube не подконтролен. Но YouTube смотрят, а ВКонтакте нет. С точки зрения тех, чья задача компостировать гражданам мозг рассказами, как Ленин создал Украину, второй аргумент важнее. Да, YouTube банит большие прокремлевские каналы, но никакая модерация не справится с армией одиночных демагогов, которые накачивают его пропагандистским контентом. Контентом, который бьет ровно в ту аудиторию, которой больше нигде нет. YouTube уникален своим масштабом. Его нельзя сравнить ни с одним из сервисов, которые уже заблокированы в России. И это делает его очень сложной целью для атаки. Да, YouTube нужен антивоенным спикерам. Это канал для общения с сотнями тысяч, миллионами россиян. И казалось бы, этот наш канал коммуникации нужно перекрывать. Но те, кто смотрит мой и похожие каналы, они для пропаганды и вообще для нарратива российского государства уже потеряны. Они отрезаны ломоть. Не пойдет мой зритель, лишившись Ютуба, смотреть Владимира Соловьева. Вместо того он включит VPN и будет дальше смотреть меня. С моими зрителями мы в любом случае останемся на связи. Единственная сложность, которая появится, это привлечение новой аудитории. Но мы справимся. С другой стороны, блокировка Ютуба сильно испортит настроение тем, кто меня смотреть и не собирался. И они могут заинтересоваться, а что же там такое происходит, и найти меня через VPN или в Телеграме, или во все еще работающем Ютубе, которые попытаются, может и не смогут заблокировать сразу. А еще, что гораздо более важно, это все испортит жизнь пропаганде, у которой долгое время оставался единый хаб для охвата чужой аудитории. А теперь аудитория эта расползется невесть куда. Именно по этой причине YouTube функционирует
В России как минимум на 2,5 года дольше, чем по логике системы должен быть. Российское государство тут напоминает кошку, которая раз за разом заносит лапку над потенциальной добычей и тут же лапку одергивает. Вот и регулярные заявления о скорой блокировке Ютуба раз за разом ничем не заканчиваются. Потому что ущерб от такого решения очевиден и прост, а выгода не факт, что вообще существует и достижима. Потому что одно дело художественно свистеть, как мы тут все импортозаместим, как сделаем свой YouTube с блэкджеком и сопутствующими товарами, а другое — реально лишить себя доступа к исправно работающему инструменту. Под художественный свист хорошо мешки наличных из бюджета уносить, а прикладные инструменты нужны для реальных задач. Повторюсь, Россия не Китай, никакого суверенного интернета в ней нет и не может быть. И как нет альтернативы Боингу и Airbus'у в российской гражданской авиации, так не существует никакого аналога Ютуба в Рунете. Причем нет для обеих сторон. Что для тех, кто распространяет и потребляет независимую информацию, что для государства, которое пудрит людям мозги. Все это, однако, ничего не гарантирует. Решения в стране принимают иногда чекисты, которые не особо понимают, в каком веке они вообще живут. Они могут стукнуть кулаком по столу и сказать «закрыть немедленно». Тогда закрыть попытаются. Ну, посмотрим, что тогда будет. Мы нашу работу продолжим в любом случае и найдем, как говорить с россиянами. До завтра.